Он один из тех, которые в последние 3 года у меня проводятся исключительно с руками без лица. В первую очередь основное – это ответить на ваши вопросы, которые за неделю у вас собрались. Во вторую очередь это рассказать о всех конкурсах, которые проходят на канале. А на канале самый стандартный конкурс – это 5 Mi Band в 5 серии. Уходит один раз в месяц 5 счастливчикам, которые подписались на канал, оставили любой комментарий к любому из видео и рандомно были выбраны рандомайзером на стриме. Вот. И третий момент, конечно же, ответить на основной вопрос стрима, который я всегда описываю. Сегодня я описал вопрос довольно просто. У вас есть наушники или у вас есть деньги? В первую очередь деньги. На все вопросы отвечу вам ровно через 15 минут после того, как раскрою основную тему. Так вот, как только у вас есть деньги и вам нужны наушники, идеальный вариант всегда, если у вас мини-джек, купить проводные наушники. Если у вас нет необходимости в проводных наушниках, а вам нужна гарнитура, вы покупаете гарнитуру. Всем еще раз доброго вечера. Гарнитура — это не True Wireless наушники, это просто один, образно говоря, наушник. Он выглядит как наушник. Вот. И дальше идет уже интереснее. Дальше, если у вас денег много, то есть, допустим, у вас 1000 рублей, и если у вас 1000 рублей, вы уже идете, покупаете какие-нибудь Xiaomi Redmi AirDots на том же, не знаю, на том же Али за 800-900 рублей во время распродаж. Когда у вас уже денег больше, то вы начинаете смотреть на то, что представлено в принципе на прилавках. На прилавках представлено все, начиная от суммы где-то в долларов 15 и заканчивая заоблачными 5-6 сотнями. Хотя есть еще дороже беспроводные наушники, но для меня потолок, я считаю, это какие-нибудь Sennheiser за 300 долларов. Дальше уже идет легкое извращение, потому что при прочих равных наушники проводные за те же деньги будут значительно лучше звучать, чем наушники беспроводные. Это логично, потому что в беспроводных наушниках используется большое количество технологий, которые в первую очередь направлены на стабильность работы, во вторую очередь они направлены на автономность, и только в третью очередь обычно они направлены на звук. Ну, плюс, конечно же, люди, которые ищут в поиске беспроводных наушников, они очень много внимания уделяют микрофонам. А все технологии, которые связаны с микрофонами, они стоят недешево. Все, ликбез мелкий закончил. Второй момент. По поводу того, что кому выбирать, все очень просто. В описании к видео вы сейчас можете увидеть несколько моих топов из ссылок. Первый — это топ идет наушников, самый последний, от 19 до 50 долларов, то есть все, что дороже 1000 рублей и до, образно говоря, там 3500 рублей. Ссылка на этот топ-10 есть на канале, точнее не на канале, а в описании. Вы идете по этой ссылке, смотрите топ, если вас что-то заинтересовало, по ссылке в описании, смотрите, где их можно купить на Али, и также смотрите обзор. В обзоре есть в комментариях обязательно комменты пользователей. Есть довольные, есть недовольные, и там вы уже можете выбирать. На вопрос стрима я обязательно отвечу, но сначала расскажу, что Второй топ интересный в описании, это тот, который я сегодня выгрузил. Самый большой мой топ за все время истории канала. Это на 21 минуту топ-10 наушников дороже сотни долларов. То есть, проще говоря, если у вас есть там больше 5-10 тысяч рублей, у вас телефоны по 50, 60, 70 тысяч рублей, логично, что вы можете на аксессуары потратить больше десятки. Понятно, что Samsung дарят своим пользователям наушники, которые вряд ли кто-то купит за эти деньги. Это Samsung Galaxy Buds Pro, Live Pro, по-моему. Вот, я их сейчас тестирую, а к чему это все здесь лежит? В первую очередь к тому, что наушников, на которые я еще не делал обзоры, просто море. И чертова туча наушников, на которые я в принципе не буду делать обзоры. То есть, допустим, Hyphen мне не нравится. На данный момент это шипение, глюки с микрофоном. Если это дело не умрет, то скорее всего, обзора не будет на них. Дальше идут, допустим, вейфаны здесь не лежат, могу потом покажу. Вейфанов у меня у одной пары, мне прислал производитель 3 пары, умер один наушник, чтобы 2 пары я разыграл. У второй пары навернулся микрофон, то есть у меня осталась 3-я пара, ну, может быть, я сделаю обзор и разыграю их, потому что вот такой вот супер брак. Опять же, смысл мне рассказывать о заведомо плохих наушниках, которые даже мне присылают с браком. И третий момент в описании, опять же, вы можете посмотреть на 2 интересных топа. Один из этих топов — это топ наушников с aptX. Это, скорее всего, интересно будет либо людям юным, которые считают, что
aptX может передавать лучше, чем грамотно проработанный AAC кодек, кто циферки не может считать. И второй вариант – это тем, кто планирует перепродавать эти наушники, то есть продаванов и людей, которые смотрят данные стримы и мои ролики для того, чтобы потом продавать эти товары и закупаться на Али или еще что-то делать, конечно же, много, и это нормально. Вот. Плюс там есть условия и описание розыгрышей. Самые приятные стримы, самые полезные стримы – это стрим топ-36 наушников под разные телефоны. Есть также ссылка в описании к ролику, плюс все эти наушники, что к чему подходит. Но это я все запихать не успел, точнее места не хватило под этот стрим. А сегодняшний ответ на вопрос данного стрима звучал он просто. Основное правило для подбора ТВС, которое никто не поменяет. То есть на данный момент 3 года уже выпускают беспроводные наушники, практически 4. Технологий море, беспроводных ушей море, нереальное количество различных вариантов ухищрений, каким образом сделать наушники дороже. То есть это и активное шумоподавление, про которое любой блогер говорит, ну вы знаете, ну вот чуть-чуть, почти как AirPods Pro. Или почти как Sony тысячные накладные. Чтобы вы понимали, активное шумоподавление только в накладных наушниках может победить практически весь шум. Все, что вы видите в беспроводных наушниках-затычках, шум окружающий может победить только если вы выкручивать будете громкость на максимум. Но здесь идет магия на дурачка называется, потому что по большому счету даже обычные наушники, не имеющие активного шумоподавления, допустим, Hypen, вот, они... Может быть, я неправильно читаю, но я пока не заморачивался с ними, кроме того, что они фонят. Так вот, если вы грамотно выкручиваете в затычках, у которых есть запас громкости, до сотки звук, или еще используете какие-то программы, вы и так ничего вокруг слышать не будете. Но одно серьезное и большое но, конечно же. Любые наушники на максимальной громкости слушать не стоит, иначе у вас будут проблемы со слухом. И если сегодня вам 20 лет и вам плевать, завтра вам 30 лет и вам почти плевать, потому что что-то помогает, поверьте мне, к 40-лету, когда вы будете носить что-то из разряда слухового аппарата и понимать, что жабра делает не только наушники, но и слуховые аппараты, вы будете очень сильно печалиться. Так что аккуратнее с громкостью и аккуратнее со слухом. Вот, и основной ответ на основной вопрос, все-таки прошло 7 минут, извините, если кого-то задержал. Ввиду того, что наушников стало нереальное количество, то есть это не только AirPods Pro, это не только Sennheiser, это не только просто AirPods, это сотни наименований, потому что у меня 4 сотни наименований только было на руках. Единственный вариант, как узнать, подходят вам наушники или нет, это только их послушать. То есть обязательно запихать себе в ухо, обязательно подключить к источнику, который вы планируете использовать, и обязательно их использовать так, как вы планируете. То есть позвонить знакомому, поиграть в игрушку и послушать музыку. Возможно, кому-то из вас это не важно. Если вы не заморочены на флаках, если вас не интересует ничего с подобием аудиофильства, никакие наушники из разряда, не знаю, синхи здесь не лежат, но в общем вам нет смысла покупать что-то дороже $50. Вы либо покупаете Anker P2, который не всем нравится, Live P2, либо вы покупаете что-нибудь из разряда Huawei FreeLace Pro, точнее Huawei FreeLace FreeBuds 3i. То есть вариантов у вас просто море. Смотрите любые топы, мои или чужие. Oppo W51, W31 можете даже покупать, хотя они звучат все-таки значительно хуже Huawei. Но потолок у вас где-то $100. Все остальное это уже идут извращения. Извращения какие-то. Вы переплачиваете за бренд, за материалы, переплачиваете за то, каким образом у вас будет работать активный шумодав, который так себе работает. Ну и основную переплату, как я считаю, и за это стоит переплачивать, вы получаете за хорошие деньги, чаще всего хорошие микрофоны. Это не относится к жабре, это не относится к форм-фактору, как у Samsung, вот у этого затычек из разряда, у них очень далеко приемник для звука, хотя это относится к Galaxy Buds Live. Я на данный момент, те, кто меня знает, нахожусь в Петербурге, то есть у меня запас наушников на данный момент, наверное, штук 10. В описании есть плейлист на наушники, там 200 пар наушников на обзорах было, часть из них была только на стримах, на стримы тоже есть ссылки. В принципе, по большому счету, из того, на что нужно обращать внимание, я всегда запихиваю в топы. Если у вас есть вопросы конкретно по тому, каким образом выбрать себе
беспроводные наушники, вы делаете две магические вещи. Первое, это вы подписываетесь на телеграм-канал взаимопомощи, который есть в описании, есть в прикрепленном комментарии. Вот. По-моему, только в описании есть, кстати. В прикрепленном комментарии ссылка на мой телеграм-канал со скидками. Так вот, подписывайтесь на этот телеграм-канал взаимопомощи. Там около 5000 человек, где-то 500 стабильно онлайн. Ночью где-то 200. Вот. И пользуйтесь поиском, вам обязательно подскажут, что и в какую сумму лучше покупать. Если там кто-то будет, с кем общее, коллективный разум не согласен, этот человек будет забанен и исключен из сообщества. Я абсолютно не топлю там за свои наушники, которые мне нравятся. Очень много людей, которых я уважаю, которые там являются администраторами, выбирают другие девайсы, другие телефоны, другие наушники, другие ноутбуки, другие системы. И для этого и существует данная площадка. Стрим существует для того, чтобы я в первую очередь доносил вам свою мысль, а моя мысль проста. Вот эти все ноунеймы, Hypen, наушники, о которых я буду говорить, это Хаки, Havitime. Они, кстати, хороши, но, опять же, если вы не можете их пощупать, а в магазинах их мало, не стоит их брать. Жабры, которые мне пишут, а как ты их купил, за 7 тысяч купил, новые, за 7 тысяч, чек кому надо скину. Они, по-моему, стоят по 13. Синхи я покупал на Озоне, по-моему, за 1011. Можете посмотреть, да, у них такие скидки бывают. Самсунги, да, это дорого. Все прекрасно знают, сколько сейчас Самс стоит, но у меня удалось их чуть-чуть дешевле купить, но понятно, что дороже 13, по-моему, 13 500 меня не обошлись с чеком, со всеми делами. Оригиналы прямо не знаю как. Вот. И благодаря этому я могу сказать так, что вы идете и покупаете себе что-то, что вы можете пощупать у друзей и что-то, что вы можете выбрать. Если у вас айфоны, то, конечно же, это AirPods любые. Я сделаю обязательно топ для айфонов, наушников, которые, по моему мнению, с ними хорошо играют. Но это все Филькина грамота с какой точки зрения. Потому что с точки зрения того, что если у вас есть деньги на iPhone, то уж найдите деньги на аксессуары на iPhone, потому что это дичь, когда вы покупаете девайс, и потом после этого говорите, что знаете, у меня вот под этот девайс даже на оригинальный чехол денег нет, и я считаю, что это лютый оверпрайс, а телефон за 50-60-100 тысяч вы считаете не оверпрайсом, и не мое дело каким-то образом критиковать данный подход, мое дело просто упомянуть то, что если есть аксессуары для конкретного бренда, то есть у Huawei под Huawei, у Xiaomi под Xiaomi, хотя с Xiaomi много чего интересно играет, но у Xiaomi до такой степени разные телефоны, к сожалению, что я не могу сказать, что вы можете без проблем пойти под Xiaomi-тов купить что-то, и у вас будет радость. Нет, она не будет, потому что это Xiaomi, потому что вам либо повезет, либо не повезет. Кстати, не забываем прожать лайк за труды, почти 100 лайков, спасибо, что зашли. Кто мучает себя моим стримом, не забывайте поставить дизлайк. И обязательно, я очень прошу вас, посмотрите сегодняшний топ наушников дороже $100. Это в прямом смысле самый дорогой топ, который мне обошелся. Мало того, что кровью и потом, то есть я его фактически подбирал в течение 2 лет, как мне многие пишут, где Jabra 85T, ну вы видели 21 тысяча, ну куда? То есть я, конечно, понимаю, что меня смотрят очень богатые люди, они есть, я уверен, но я четко также понимаю, что, допустим, я для себя не пошел бы, не покупал бы наушники за 20 штук, не послушав их, а если я их не могу послушать, то, если я их могу пойти послушать и потратить на них 20-ку, вряд ли я буду смотреть на это дело обзор, потому что там все очень субъективно. Одним, я опять же к тем, к себя отношу людям, которым кажется, что Anker 2 Pro за 8 тысяч на распродажах это идеальный вариант. Другие люди считают, что Sony 1000 это топ, хотя максимум вы самое дешевое можете купить за 1011, опять же в рублях. Или те, кто жабры также купил за 6500 и вот так хлопают в ладоши, потому что за эти деньги звук там норм. Вот, дальше. Удачного стрима, всегда приятно смотреть. Семен, всегда приятно вас видеть. По поводу телефонов. 4 новинки у меня лежит дома. Послезавтра, во втором доме, я сейчас в Петербурге, еду наконец-то увольняться и расскажу вам о Mi 10, о Realme новом, о Redmi 2 новых. Все уже на руках. В принципе, думаю, будет интересно. Следующий стрим будет, скорее всего, по поводу этих новых телефонов. То есть бахну сразу, как в прошлый раз, там 6 телефонов подряд, 5, по-моему. Также будет с этими мобилами. Но до них я расскажу о Samsung'ах, о Huawei, сравню их с Oppo. Да, у меня были Honor FreeBuds 3i, теперь будет Huawei FreeBuds 3i. Прошивки они чуть-чуть допилили. И, в принципе, и те, и другие
девайсы более чем интересны. Скорее всего, Hacky Time сделаю обзор, потому что я тестировал эти наушники, несколько моих друзей тестировало эти наушники, и плохого они сказать ничего не могут, и это уже хорошо. Вот, и в принципе вот так. По поводу брендов, что и как покупать, я даже не скажу, что решать вам. Решать, скорее всего, вашему девайсу, который у вас на руках. То есть в зависимости от того, какой у вас телефон, то вы и должны выбирать. Логично, что если у вас за там 12-13 тысяч Redmi 9 Pro, ладно, не за 13, за 15, они стоят 15 600, то тогда вы будете покупать что-то экономное. Нет смысла тратиться на дорогие наушники. Аксессуаров всегда должен быть процентов 20 от цены, ну максимум 30 от цены телефона. Это опять же мое субъективное мнение. Вот, стоит ли брать Xiaomi Mi Air 2 Pro? Еще раз, сегодня я выгрузил топ-10 наушников на канале дороже сотни долларов. Единственное, что я туда запихал со скрипом, это LiveP2 от Ankerov. Почему я это сделал? Потому что в некоторых магазинах они все еще стоят по 9 тысяч, и в определенный момент времени я их так и покупал. И да, Air 2 лучше, и да, в эти 10, в топ-10 беспроводных наушников я мог запихать Ankerov пары 3. Но я этого не сделал, потому что и так двух хватает, плюс там больше, наверное, рассчитано на людей с разными мобильниками. Вот, здравствуйте, можете порекомендовать смарт-часы до 3000 рублей? Есть у меня на канале топ-10 смарт-часов. Если брать до 3000 рублей, то докиньте 1000, и в прикрепленном комментарии есть телеграм-канал со скидками. Я сегодня туда закидывал интересные часы, называются Verge Lite. Вот их продают сейчас по 4000 рублей. Это очень крутая цена для данного девайса. Если вы их себе купите, вы их легко сможете перепродать. То есть почему я советую такие вещи? Если вы не знаете, что купить, если у вас нет возможности это дело поюзать и попробовать, вы смотрите, что стоит дешево, что вы сможете, если что, скинуть на Али, тестируете это дело и потом выкидываете, если вам это дело не нравится. Вот, дальше, как мне Vivo TVS Neo по AAC? Хорошо. Плюс всем, кто сегодня писал по поводу вкладышей. Запомните, проблема в том, что я сегодня выгружал топ-10 беспроводных наушников дороже сотни долларов. Да, Vivo TVS дороже сотни долларов. Да, AirPods 2 дороже сотни долларов. Но вы понимаете, что это был топ по звуку, и вкладыши всегда будут звучать, ну понятно, только не самые ужасные, допустим, затычки, у которых там шум белый, как у не белый шум, а которые фонят, или у которых ужасный микрофон, там по 600 рублей, по 1000 рублей неудачные. Они могут быть хуже. Все остальное будет из затычек лучше. То есть Redmi AirDots, они переплевывают половину беспроводных наушников. Вкладыши по звуку дороже 3000 рублей легко. Amazfit Pace еще актуальный? Конечно, да. Если у вас есть нагрудный датчик, вы знаете, что это такое и зачем он не нужны. LiveP2 за 9000. LiveP2 стоили когда-то. Да, на Яндекс.Маркете можете посмотреть, Майкл. Это не реклама Яндекс.Маркета. Вы можете выбирать любую платформу. Почему я топлю все время за Алиэкспресс? Я объяснял это дело чертовой тучи магазинов, которые мне предлагают из России также обозревать их товары. Почему я покупаю на Али, а не беру у них, чтобы рассказать. Магия жизни проста. В первую очередь я смотрю на цену, а во вторую очередь уже на все остальное. Да, вот допустим про эти наушники Хаки я буду рассказывать, и они продаются только в России. На Али их тупо нет. Вот. И плюс, конечно же, я о них рассказывать буду в первую очередь в профит вам. То есть я брал их исключительно на обзор, только что, если мне их дадут еще 4 пары для розыгрыша. Эти я убиваю, 4 пары я разыграю, но это будет уже в следующем месяце. Подписчики знают этот подход. Пока все устраивает, как только вас будет это бесить, вот эти розыгрыши с диким количеством девайсов, окей, я не буду это дело брать, потому что насколько мне хватает девайсов для обзоров, вот прямо очень много я покупаю всего. Сохрани стрим. Семен, я обязательно сохраню, я всегда так и делаю. Говорят слухи, что было обновление Samsung Buds Live. Они стали играть, фризов нету. Это правда? Олег, говорят, что такой форм-фактор в принципе не может играть хорошо, но вы можете оставаться при своем мнении. Я говорю, люди, которые фанаты Samsung'ов или Яблока, это просто отдельная категория. Дело в том, что у меня тоже определенные слабости бывают. То есть я за что-то топлю какое-то время, потом появляется что-то лучшее, либо обновление чего-то. И я начинаю считать, что что-то другое хорошо. Но я считаю Samsung лютым оверпрайсом, и ничего не поменялось за 3 года. Я, считаю, что OnePlus стали делать дороже, и у них не лучшие наушники, и не лучшие аксессуары, но неплохие телефоны.
Я считаю, что у Xiaomi очень много хлама и ужасное ПО, и они плохо работают с беспроводными наушниками. Даже, это я про телефоны говорю, даже если это флагманы. Нужно прям тестировать Xiaomi до потери пульса, чтобы знать, что вот тебе повезет, даже если ты купишь телефон за, вот я купил за 63 тысячи Mi 11. Я не знаю, кстати, откуда в сети у блогеров появляются телефоны по $600, потому что когда ты платишь одну растаможку, он становится плюс 7 тысяч, и когда до того, как ты платишь растаможку, он в принципе продается на Али за 56. И как, ну, в общем, это мой подход. Я покупаю на Али, если вы знаете, где купить дешевле, скажите мне, я обязательно куплю там. Я не хочу больше тратить. Почему, кстати, стоп, пока я себя сам не начал мучить, всем, кто любит кодеки с высоким битрейтом, там, ну, проще говоря, если вам нужен кодек LDAC, вы, я думаю, прекрасно знаете, что это такое, это лучший на данный момент кодек для беспроводных наушников. Существует очень много беспроводных наушников в адекватную цену шнурков. То есть вот эти Vivo, на них еще обзора не было, на них ссылки нет, и я их все еще тестирую, но звучат они вот так. Я купил One More, тоже с LDAC, их я, по-моему, закидывал в телеграм-канал, они тоже вот так звучат, но стабильность работы данных девайсов по данному кодеку страдает. Да, вы флаковские файлы начинаете слышать, насколько хорошо и отчетливо, и насколько большая разница, это, конечно, решать вам, но логично, что если вы с какого-нибудь стримингового сервиса а-ля ВКонтакте будете слушать, и скачанный флаковский файл слушать через LDAC, вы разницу услышите. Но это для тех, кто готов загоняться, и это для тех, кто готов загоняться за адекватные деньги. Несколько раз я заказывал Realme с LDAC, и все разы приходило либо не мне, либо не доходили наушники, поэтому о них я рассказывать не буду, а их у меня просто тупо на руках нет. По поводу Field Lite, они все еще в пути, очень большое количество товаров зависло с 11 ноября, и вы можете посмотреть мой стрим 11 ноября, что я купил на 266 тысяч рублей. Логично, что после этого я тоже что-то покупал, там телефоны и все подобное, но вот основное было именно оно. Кстати, завтра вроде бы распродажа на Али, просветите меня, потому что почему-то я об этом узнаю у подписчиков, и это очень плохо. Что за часы у тебя на руке в топе наушников на 10 месте? Это, не знаю, это Amazfit Neo, а в топе наушников на 10 месте там много всего. Вообще много всяких часов, я не помню. Саня, будет обзор на Anker Liberty Air 2 Pro? Да, будет. Я их купил, и это дорого, Денис. И я не советую пока бежать покупать, потому что за эти деньги можно купить Air 2 Pro обычный, без Liberty. Как снимает Huawei P40 Pro? Как часто используешь Zoom? Ваня, ну Huawei P40 Pro я обещаю сделать обзор, по-моему, больше полугода. Ну, где-то плюс-минус. Я снимаю обзоры на него чаще всего. И да, не забываем прожать лайки, если кто-то пришел, либо дизлайки, если вы себя наказываете моими топами и стримами. Плюс не забываем такую вещь, как где-то через неделю-две я буду проводить стрим с распаковкой кнопки. Для меня это большое значение имеет, потому что, как вы видите, подписчиков у меня на канале 207 тысяч. Кнопку я получил, когда у меня было подписчиков 140 тысяч. Право на кнопку логично, что я получил, как только у меня было 100 тысяч подписчиков. Плюс у меня получилось уволиться благодаря всем моим начальникам. Спасибо им большое по собственному желанию. Из очень интересной конторы. 1 февраля я буду уволен, и, скорее всего, где-то через неделю-полторы я смогу на стримах уже вещать, отвечая за свои слова, как говорят у нас по-простому у старичков, лицом. Дальше к OnePlus 8 уши Buds Z топ или такое. Андрей, если у вас есть деньги на OnePlus 8, ну купите вы что-нибудь себе получше, да. Я понимаю, что вы знаете миллионных блогеров, которые делают очень умный вид, вспоминают, что они слегка занимались мошенничеством, но это слегка дичь, я понимаю, что это, как это называется, я не кидаю ни в чьи стороны камни, но вот по поводу наушников, Buds Z однозначно это не топ. То есть, если брать затычки, а из моих подписчиков бешеное количество людей перепробовало уже чего только не перепробовало, Buds Z точно не в топе. И если у вас нет необходимости именно в ТВС, вы можете купить шнурок. Шнурки у OnePlus вот такие, прям все пальцы вверх и на ногах тоже. Если у вас, к сожалению, нет возможности использовать шнурки, посмотрите топ-10 на канале дороже $100, это если вы хотите звук, или топ-10 на канале до $200. Женька Ершов, спасибо большое, что ты зашел, поздравляю с избавлением пока еще нынешней работы. Женя, пока нет, пока бумажки, ты знаешь, какой у меня не будет на руках 1 февраля, нет, будем
Стучать по всем поверхностям, чтобы все было в огне, правильно? Какие наушники взять к телефону Honor? Вот эти. Или Honor FreeBuds 3i с активным шумоподавлением, либо еще что-то. Вот у этой штуки, кстати, магия. Практически все женщины, которые слушали 3i, несмотря на их габариты, они мало того, что кайфовали от посадки, понятно, что они торчат довольно сильно, но помимо того, что они кайфовали от посадки, им очень нравилось звучание. Я не знаю, в чем прикол, потому что, по большому счету, очень часто женщинам нравятся именно вкладыши. Но здесь другой подход. Вот их прет от этого дела. Мне тоже звук у фрибатсов очень нравится. Он настолько правильно тупой, что довольно сложно представить, что кому-то он не зайдет. Вот сформулирую так. Понятно, здесь нет смысла рассказывать, что там с флаками извращаться, региться на каких-то стриминговых сервисах с высоким битрейтом, но это все лирика. Почему? Потому что вот эти ушки хороши. Единственное, они плохи габаритами. Поэтому с Oppo я их сравню обязательно в ближайшую там несколько дней. Кстати, вот смотрите по поводу анимации. Я даже забыл их, получается, отключить от своего телефона. Она только что выплывала, и сейчас она тоже есть. Вот такая прелесть. Если у вас есть Huawei или Honor, все будет в огне. Отнесешь ли ты к топу FlyDG T1 и как тебе они? Нет, Стас, у меня все очень просто. Смотрите, если я советую что-то в обзоре, я советую. То есть я считаю, что этот девайс хорош. Если вам интересно именно мое мнение человека, который перепробовал чертову тучу девайсов, которая также всегда субъективна, вы смотрите мои топы, либо приходите на стримы, либо на худой конец приходите в телеграм-канал, пишите там, вот мне надо знать мысль пользы. Я пишу, смотрите топ. Если вы смотрите топ, то в 99% случаев вы узнаете мое мнение. Стоит ли менять AirPods Pro на что-то подороже? Однозначно, Mi AirPods AirDots Pro. А дело не в дороговизне, Алекс. Дело в том, какой у вас телефон, что вам не хватает. И вообще нет смысла. Знаете, это как с телефонами. У меня очень часто спрашивает народ, что мне купить. И вот так и хочется сказать, а что тебе надо? Вот реально тебе это надо или нет? То есть понятно, что мы общество потребления и с красным флагом бежим, что мне надо все. Но это не так. То есть, допустим, вот смотрите, у меня ноутбук, я на нем монтирую уже 2 с лишним года. Да, я плююсь, да, он висит. В 2:30 ночи я сегодня закончил монтировать ролик топ-10 наушников дороже сотки. Но я им пользуюсь, и он еще не дохнет. У меня есть стационар дополнительный, но я все равно не перехожу на Mac, хотя кукусики, все-таки 200 тысяч подписчиков у меня есть, и по идее бы должен был. Потому что я пока вывожу на старой технике. Да, у меня появится новая, но четко понимая, что тебе надо, ты понимаешь, стоит ли тратить тебе на это деньги. Может быть, стоит больше потратить на семью, может на здоровье, может улучшить жилищные условия, либо сходить лишний раз куда-то. Да, я разгоняю площадку Али. Но почему я ее разгоняю? Потому что минимальными способами и средствами ты берешь, покупаешь какой-то девайс, он тебе не нравится, ты выкидываешь на Авито и все, забыл. Тебе не надо приходить в магазин, как мне многие знакомые жаловались. Я прихожу в магазин, и меня чувак посылает с вопросом, какие мне наушники купить. Говорит, AirPods Pro, они лучше, они дорогие. Но это подстава. Так же, как про телефоны. Вот прошлый стрим посмотрите про телефоны. Топ-6 телефонов. 3 Realme, 3 Xiaomi. Вот последних. Какие мнения у меня, какое конкретно у меня по поводу этого мнения. И какое мнение у людей, которые пишут комментарии. Как насчет FW1000XM3? Вы можете посмотреть обзор, вы можете посмотреть топ. Очень прошу вас помнить, что на канале 200 наушников, и я покупаю топы. Логично, что я покупаю помимо топов всяких хламантин, я его тестирую, к сожалению, либо выбрасываю, либо перепродаю. Но чаще всего этот хламантин умирает раньше, и поэтому я получаю мертвый девайс и отсутствие контента. У меня нет уже желания просто разбивать молотком, как я раньше делал на камеру какой-то девайс, потому что очень многие люди в противофазу просто идут его и покупают, потому что вот он был на большом канале. Нет, если девайс был на большом канале, относительно большом, вот у меня основное направление, конечно, наушники, но наушники, телефоны, то есть, в принципе, носимые гаджеты. Так вот, это не значит, что девайс хороший. Для Huawei 3i, для Huawei лучше, за Pro-версию нет смысла переплачивать. Есть смысл переплачивать, но они габаритные, и вам обязательно их нужно примерить, Радмир. Какие наушники на Redmi 7? Очень просто. Redmi AirDots 2 бери. Сани, подскажите, что лучше купить: смарт-часы, смарт-браслет. Если смарт-часы, то какие до 5000? Курасаки, еще раз повторяю, в прикрепленном комментарии есть ссылка на мой телеграм-канал со скидками. Я туда скидываю какие-то супер вкусные предложения. Вот сегодня супер вкусное предложение было на Алишке Amazfit Verge Lite.
Их продают по 4000, советую вам их купить, если вам хочется что-то, вот прям хочу я какие-то умные часы. Купили, поносили, вы их продадите еще, скорее всего, дороже своим знакомым, если они вам не зайдут. Вот такой я вот неправильный, наверное, блогер, советчик, как барыжный советчик. Но я не за то, чтобы люди перепродавали, но не теряли, во всяком случае, в стоимости, вот скажу так. Саня, видел у тебя в Инстаграм, ты купил Samsung Buds Pro, ты уже их тестировал? Да, я не советую, они не стоят 18 тысяч, друзья. Если у вас... Вы понимаете, в чем смысл? Как звук, если коротко? Денис, коротко, хорошо, но это точно не топ. То есть эта штука очень хорошо выпилена и создана под Самсы. Но красный ценник ей 1012. Вот это прям предел. Это прям предел. И если у вас есть телефон Samsung, 12 тысяч идете и покупаете. Если нет 12, ну как бы если дороже, нет. А их по 12 пока еще не продают новые. Согласись, что Redmi Air 2 SE топ-офф за топ, звук просто космос. Точнее, черная дыра. Виктор, я, если честно, вот этих ассоциативных рядов не понял. Я просто с тобой соглашусь, окей? Как относишься к QCY T1C? QCY все неплохо, часто брак, деньги возвращают без проблем. Вот краткая вся история. Будет ли обновленный ролик топов беспроводных наушников до $100? Понимаете, здесь вопрос дня. То есть я могу сейчас хайпануть, запихать туда какие-нибудь новые OnePlus, чертова туча всяких опповских наушников, Huawei те же самые. Чисто, чтобы был контент, чисто, чтобы народ похлопал и сказал, да, они как бы лучше стали. Нет, на данный момент мне нечем обновлять. Скоро, может быть, будет. Микрофон в Самсах, Олег, он не лучший. Еще раз. Он справляется, но он давит звук так сильно и шумы, что мне он не нравится. Поставил ли я в топ-10 микрофонов, которыми я пользовался? Однозначно нет. Вот, опять же говорю, вы понимаете, что у меня критичный канал, но я, вот в моем понимании, очень хорошо разбираюсь, что должно сколько стоить. Вот это дело 18 тысяч стоить не должно. Оно не должно стоить дороже $170. Почему? Потому что ни по микрофонам они хуже яблочных по микро, они хуже по звуку, чем практически все наушники в топе 10, которые я сегодня выгрузил дороже $100. А это дороже сотни, 18 тысяч рублей можете перевести. Это за $200 свободно. И опять же, они здесь лежат не для того, чтобы вы такие, какие крутые наушники. Это наушники мой крест, скажем так. То есть мне написали в комментарии «купи», я пошел купил. Вот все просто. Блицкей, привет, заходил, но пришлось уйти. Норм, рад тебя видеть. Сэрчип, здорово. Приветствую, Александр, спасибо за обзор. Какие наушники взять? Для меня главное микрофон. Телефон Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Если тебе нужен микро, либо ты покупаешь Xiaomi Mi Air Pro 2, ну вот эти вот черненькие, с топа 10, на 10-м месте дороже $100. Они как раз будут около 8 тысяч рублей. Либо ты идешь и пробуешь свой конкретно девайс, свою конкретную модель с яблочными ушами и покупаешь их, потому что лучше микрофоны, чем у AirPods, не работают ни у кого. Чего игноришь мой вопрос? Евгений, наверное, потому что 235 человек на стриме. Всем спасибо. Вячеслав, первый подгон, 60 рублей, очень приятно. Компенсировали 60 рублей от... Ладно, я купил их за 13 500, поэтому уже процесс пошел. Но главное не клянчить, правильно? Главное покупать, а потом говорить спасибо. Привет, у меня есть $160. Я нашел Honor Magic Watch 2, Amazfit GTS. Однозначно Honor Magic Watch 2. GTR 2 имеют только Honor Magic Watch 2 однозначно, Иван. Можете зайти в телеграм-канал взаимопомощи, вам скажут почему. Сделай обзор на наушники LG. Не буду я на них делать. Я их послушал в магазе, танки, все. Это не про меня. Я говорю, я не хочу заниматься тупым хейтом, только чтобы потопить бедные LG, которым и так не сладко. Вот. Валерия, спасибо, что зашла. Давно тебя не видел на стриме, прямо чтобы ты пришла почти в начале. Привет, Huawei FreeBuds Pro стоит своих денег? Однозначно стоит, но для Xiaomi я бы их сначала протестировал с конкретно своим телефоном, а потом уже пробовал. Но вы понимаете, смысла нет прошки покупать Huawei-овские, переплачивать, купите Xiaomi себе. По игровым гарнитурам можно задать вопрос или не профиль? Игровые гарнитуры проводные или какие именно? Если CyberFox, если беспроводные, однозначно да. Вот.
Амарок, ты, по-моему, недооцениваешь мой канал, да? У тебя слева игровые наушники от Nubia. Как они тебе? Стас, они мне очень понравились, но у них есть несколько эпичных фейлов. Понятно, это внешний вид, понятно, это габариты, и еще несколько маленьких эпичных фейлов, они в ролике есть на них в обзоре. Но у них очень маленькая, минимальная, скажем так, задержка, а если у вас телефон Nubia, вам прямым темпом только вот сюда. Саша, а чего может быть, когда я подключаю Halo GT1 к планшету, интернет планшета отключается? Диана, как говорил один из бывших моих начальников, магия электронов, я тебе не скажу. Оно не взаимосвязано вообще никак. Вполне возможно, планшет очень старый, и поэтому обвес у него конфликтует. То есть все это у процессора обвес и Bluetooth модуль, и Wi-Fi модуль может легко быть прям переконопачен, особенно программно, и черт с ним с аппаратной частью. Наушники до 3000 для телефона, может быть, тупо не хватает, ну, хотя вряд ли, это бред, мощи не хватать. А дальше, наушники до 3000 рублей для телефона Xiaomi. Еще раз, по моделям телефонов, если у кого-то есть вопросы, в описании к ролику есть стрим. 36 пар наушников по моделям телефонов. Вы идете на него, он в записи. Там ходовое. Это Xiaomi, Яблоко, Huawei, то есть, в общем, все, что может быть, и Samsung. Посмотрите его, посмотрите в описании, там есть ссылки на обзоры на наушники и выберите для себя что-то. OnePlus Buds, как тебе? OnePlus Buds, у меня есть мнение в обзоре, правильно, Никма? Можете просто посмотреть. Любую наушники пишите, допустим, OnePlus Buds Z, потом пробел, польза, пробел, нет. И видите мой обзор. Я говорю, 99% ходовых ушей у меня были на обзорах. Что лучше, CyberFox T? Мне CyberFox больше зашли, чем Razer, в первую очередь, потому что у Razer, Никита, очень много косяков, прям косяков. Опять же, это мое мнение. Meizu Pop Pro уже на руках, обзор будет, но вопрос когда. Я говорю, очень часто девайсы тестируют долго. Тоже было с Jabra, тоже было с синхами. Sennheiser я тестировал вторые моментумы, по-моему, месяца 2. Да вот вам, Huawei P40 Pro телефон, я его тестирую уже больше 3 месяцев, на него обзоры снимаю, до сих пор обзора на него не было. Почему? Потому что не сформулировал я свое мнение в своей голове по поводу него. Хотя на телефоны, тем более, вот есть у меня телефон за полтинник, надо бежать и, высунув язык, делать сразу обзор. Я так не могу. Есть вещи, которые я могу прям через 15 минут выгружать. Сумка, допустим. Вот у меня 2 сумки Meizu. Я купил белую сумку Meizu и потом купил черную сумку Meizu. И у меня, в общем, уже есть мнение. Прям сформировавшееся по полной, я с ней хожу. И еще 2 рюкзака Meizu купил, и дорогой, и дешевый. Короче, что-то я как-то подсел на Meizu, а телефона Meizu нет. Саша Вива, почему нет в последнем топе? Виктор, потому что в последнем топе наушники в первую очередь по звуку, Виктор. И вкладыши не могут априори быть лучше, чем любые из этих 10 наушников, которые у меня перечислены в топе. Если ты другого мнения, ну, ты можешь быть другого мнения, но это как минимум странно. Стоит ли брать Realme Buds Air Neo в розничном магазине? Однозначно вообще RDNI. Никогда бы ничего не брал в розничном магазине. Есть еще у меня такая простая политика. Я китайские вещи покупаю в Китае. Вещи из США я покупаю в США. А вещи из России... А что делает в России? Что делает? Ракета? Все. Ну, как бы, не знаю. Ну, это не сарказм, я свою страну люблю. И окружающие страны люблю не меньше, кстати. Но, в общем, печально в плане техники у нас все, как вы прекрасно знаете. Когда будет обзор на Realme Liberty R2 Pro? Артур, вы узнаете об этом первый. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Скоро будет. Q30 тоже, вот Q30 еще не дошли, но, по-моему, прошли уже таможню. Привет, как бренд Anker? Если сравнивать с Apple AirPods Pro. А есть у меня топ-10 на канале, который я сегодня выгрузил дороже 100 баксов, и там есть расположение, что лучше, что хуже, по моему мнению. Саша, можешь, пожалуйста, сказать, удобно ли ходить с ушками и шнурком? Честно, вот сейчас уже да. То есть мне плевать, как я выгляжу, поэтому мне удобно. Некоторым людям нет. Дешевые шнурки лучше не покупать, вы их порвете. Пашок, здорово. Дальше SoundPits 2 будет обзор? Будет. Кстати, надо их дома точно забрать. Они у меня сейчас здесь лежат. Саня, подскажи, какие наушники эконом-класса имеют функции плей-паузы, листать треки? Да, ну, Михаил, ну неужели так сложно посмотреть обзоры на канале? SoundPits Force Pro пользовались? Нет. Как будет работать с iPhone наушники Samsung Galaxy Buds Pro? Богдан, честно, сегодня тестировал с 11 Pro Max вот эти 3 пары наушников. К сожалению, эти играли лучше всех.
и басы у них лучше всех. Но если у вас есть 18 тысяч, идите купите Apple AirPods Pro, они звучат однозначно лучше. Все, теперь я богач, без сарказма, 160 рублей за стрим, спасибо за сотку. Добрый вечер, телефон Realme. Сейчас на первых AirPods хочу аналог прошки купить, выбираю между W51 и Realme Buds Pro. Однозначно Realme Buds Pro, если у вас телефон Realme, я бы себе взял. Вот, как бы все очень просто. Потому что вот лучшего по стабильности работы вы не найдете для своего девайса. Вот, к сожалению, все очень просто в этом смысле. Потому что они, разрабатывая аксессуар к телефону, они разрабатывают его как аксессуар к своему телефону, не к чему-то другому. Дальше. Александр, вечер добрый. Обзор на Infinix Zero. Я же не знаю даже, что это такое, Константин, поэтому вряд ли. Даже, Саша, из всего я понял для себя. OnePlus Bullet Z. Олег, ну, видите, я говорю, в этом магия YouTube. Я могу хейтить девайс просто до упора. Я могу говорить, возьмите любые другие наушники, попробуйте послушать, потрогайте материалы, посмотрите, как это выглядит. Но человек все равно вбил себе что-то в голову, он пойдет и купит. Неважно, что другой ему скажет. Мифа OU7 вот так. Вот так по звуку, Евгений. Прям и ничего не поменялось. Я их не забыл, у них есть определенного рода косяки, и их довольно сложно купить выгодно, и там вообще брака хватает. Но если у вас получится хорошие наушники купить, то... Вячеслав, ты меня как-то закидал. Саша, ты упоминал про сборки стационара. Будешь в будущем обозревать ПК? Вячеслав, как только буду собирать себе еще один комп, буду. И, наверное, еще и покажу свой, но он у меня собран ужасно. То есть мне нужно сначала кому-то ему в руки дать, чтобы те его пересобрали, и потом уже его показывать. Если бы ты видел, как это все работает, ты бы удивился, как это вообще может работать. Тестил Havit i91. Да, обзор на канале. Саня пока пошел смотреть твои обзоры по наушникам. Михаил, посмотри сначала топы. Я говорю, вот в описании к стриму есть ссылки на топы товаров. Топы от 19 до 50 долларов, допустим. Посмотри и обязательно для себя что-то выберешь. Не забываем прожать лайк за труды, кто зашел. Не забываем, что 5 Mi Band'ов 5 серии уходят рандомно каждый месяц одному из подписчиков за лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Чтобы вы понимали, у вас подписки должны быть открыты. Я всегда в сообщениях вам пишу, что вы выиграли. Вам сложность заключается только в том, чтобы написать мне ВКонтакте. Вот, если вы меня не можете найти ВКонтакте, черт с ним, пишите в Инстаграме. Если не можете, не знаете, что такое Инстаграм, пишите в почту. Вообще куда угодно пишите в описании, вот все, Facebook, Инста, телеги 2. И все, и мы с вами сойдемся, когда вы выиграете. За 100 плюс-минус 100 долларов для OnePlus 3 модели, пожалуйста. С активным шумодавом Huawei FreeBuds 3i. Дальше. 100 баксов. Anker Air 2. Air 2, не Pro, они дороже. Беленькие, прям вот так будут. И любые шнурки от самого же OnePlus, вы очумеете, как они звучат. Михаил Бохан, спасибо за подгон. Привет, для Redmi Note 8 Pro еще наушники присмотрел. Halo GT5, Anker Soundcore Live P2 и Xiaomi Mi Air TVS. Однозначно Live P2 ищи на Али, реально будет купить в районе 3500-4000. Сейчас вроде бы будет распродажа в ближайшие дни. Так что так, это мое мнение. И потом, если что, сможешь их перепродать. Snack Go, вы понимаете, что вас просто YouTube банит? Еще раз напоминаю, что на канале нет хамства, мата и рекламы. И канал все еще домашний. То есть я не даю ссылки на какие-то, даю ссылки на русские магазины, когда они дают мне товары, я их среди вас разыгрываю. А просто мне дали на товары, я потом посылаю, и потом польза.нет, и, в общем, еще что-нибудь. Бывает такое редко. Ну, допустим, почтой.ком, по-моему, я пользовался 3 раза, 2. Вот, 3. Пользовался 3, рекламировал 2. Но в основном я за то, чтобы вы покупали на Али подешевле. Поэтому покупаю на Али и рассказываю. Понятно, Samsung не купить на Али, поэтому по этой причине я купил их в Питере. 18 тысяч жалко, поэтому ищешь человека, который получил эти наушники в комплекте вместе с телефоном. В ближайшие 2-3 недели подделок пока нет. Потом подделок, внимания, будет очень много. И с чеком получаете новый девайс. За 13,5 я бы не стал брать. Еще раз повторяю, 12 тысяч красная цена. Заметь, привет, что лучше взять, Mi Air или Mi Air 2 SE? Mi Air 2, а лучше 2 Pro. А сейчас типа называется убийцы Xiaomi и Realme смартфон на MediaTek G90. Константин, там вообще, они мне, по-моему, они мне предлагали телефон, я отказался. Ну, потому что это сомнительная тема, понимаете? Я, конечно, верю в чудо
верю в чудеса, но не настолько. Наушники Huawei FreeBuds Pro стоят своих денег, телефон Honor, да. Но лучше Huawei FreeBuds 3i попробовать, потому что разница в цене ощутима, если вы будете покупать на той же Алишке. А по звуку я бы сказал, что они прям ноздря в ноздрю. Ну, прошка там больше объема, понятно, больше панчей, но не настолько, насколько они дороже. Саня, привет, спасибо за труды, много интересного, фишек купил за последние месяцы, как смотрю тебя. Для этого и стараюсь. Дмитрий, вот DM Грини. В этом-то и смысл, говорю, канала. Он, может быть, будет несколько лет, нас, может быть, будет не так много, но у нас будет взаимное доверие. Это самое важное. Вы мне говорите бежать покупать самцы, я бегу покупаю самцы. Вы сказали купить Mi 11, я купил Mi 11. И вот так вот потихонечку приходим к общему знаменателю. Вы узнаете мое мнение, не обязательно его разделять, но во всяком случае я все говорю честно. Не для того, чтобы вы прониклись как-то к девайсу добром и любовью. Дальше R2 Pro намного лучше по звуку, чем Feel 2 Pro. Ёшки-гагошки, R2 Pro что? Анкер, Feel T1 Pro очень хороши по-своему. То есть я бы эти наушники не сравнивал по той причине, что Feel T1 Pro имеют посадку, которой нет ни у одних наушников с хорошим звуком. Супер хорошим звуком. А Feel T1 Pro я отнесу к наушникам с супер хорошим звуком. Здравствуйте, Samsung Buds Live или Jabra Elite 75T. Во-первых, у меня Jabra Elite Active 75T. Во-вторых, по посадке Jabra рулит больше. В-третьих, по объему у Jabra объема больше. И в-четвертых, наверное, она их все-таки рвет по универсальности, но с телефонами Samsung я бы взял эти наушники. Хотя бы потому, что будет больше стабильность. И фейл Jabra – это то, что левый наушник отдельно нельзя использовать. И это, говорю, меня до такой степени нервирует. Вот эта тема в дорогих наушниках. До такой степени им было плевать в прошлом году. Копии AirPods в позапрошлом году уже делали отдельно, они могут работать. AirDots работают отдельно, а эти нет. Дальше не забываем прожать лайк, может быть 300 наберем, будет очень круто. Как тебе Astrotech? Не тестил. Одно главное правило для выбора – не искать лучшее, а просто искать хорошее. Goga Play – нет, еще круче правило. Ничего не покупать, пока ты это не протестировал со своим устройством хотя бы в Lite. Вот ничего, вот просто если у вас уже были наушники, просто поставить себе зарок. Я не буду ничего тестировать. Хотя бы вот если анкер собираетесь покупать, попробуйте другие анкера послушать. Они все равно все близко. Саш, пылесосы и рюкзаки будут в ближайший месяц? Виктор, сегодня, точнее завтра, скорее всего, будет пылесос. Мне он понравился, но там нет турбощетки. Рюкзак Meizu, скорее всего, будет на этой неделе. Мне он прям до такой степени понравился, что, возможно, я о нем расскажу. Может, даже сразу два рюкзака Meizu. Sony WF-1000MX3 до сих пор лучшие по звуку. Алекс, если вы напряжетесь, я буду вам безумно благодарен. Вы посмотрите сегодня топ-10 на канале. Был наушников беспроводных дороже $100. И вы там узнаете, как кто на первом месте и кто на втором. Смысл мне, правильно, часами делать топы, до этого сотнями часов тестировать их и выгружать обзоры на наушники, чтобы потом сказать вот так. Просто одни. Ну, посмотрите, подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать Xiaomi R2 Pro с телефоном Xiaomi Mi? Да. Скорее всего, да. Что я посоветую? Я их и посоветую, потому что у вас телефон Xiaomi и наушники лучше всего брать Xiaomi. Какой телефон? Это не из разряда самый тупой ответ на «отвали». Это вот мой жизненный опыт. Будут проводные наушники? Будут. Видел твой обзор на Samsung Buds Live и слышал, что много копий сейчас. Есть вероятность, что твои были копии. Привет из Казахстана. Магия жизни, знаешь в чем? Керхазас. В том, что я покупаю наушники, вот, допустим, найдите копии Pro. Вот лайвы я покупал, когда копий еще не было. Их тупо не было просто. То есть это дело начинают копипастить где-то через месяц. И еще где-то недели две необходимо для того, чтобы как минимум это дело попало в большой город. Если сейчас только предзаказ, откуда у меня копия? Вот то же самое с лайвами было. Людям очень хочется думать, но в ролике я показываю имей, я показываю вообще все, каким образом работают наушники. И нереально подделать Samsung, которые не так часто подделывают, так же, как AirPods Pro. Вот, допустим, вы думаете про AirPods Pro, но там же есть практически идеальные копии. Практически, но по щелчку вы заметите разницу, хотя есть уже щелчок ближе. Но вы, в принципе, заметите разницу, стабильно какой-то косяк да есть. Вот, во всяком случае, по амбушюрам, у меня же есть оригиналы. То же самое с Samsung'ами.
Вам легче, если вам легче думать, что у меня копии, думайте, что копия. У меня есть чек, если что. Саня на руке, ничего не понял, окей. Почему Halo GT1 XR нет в новых топах? Потому что это мои топы, Андрей. Вы можете сделать свои, они будут во всех ваших топах. Это я не хамлю, это я вот прямо и отвечаю. Видел твой обзор? Я уже ответил, нет этой вероятности, но вы можете так думать. Привет вам в Казахстан. Что можешь сказать о Маршале? Скажу, Андрей, что мне их звук, к сожалению, не нравится, и мне не нравится их посадка. Всех их наушников, я не знаю почему. Колонки мне их нравятся. Привет, какие... Я не понимаю, Саня, фаталити, украинский язык, к сожалению. Лучше это VS-гарнитура, самый лучший микрофон. Apple AirPods Pro. У меня Mi Mix 5G, который поддерживает кодек LDAC. И наушники Mi Air 2S, которые тоже поддерживают LDAC, но в жизни этот кодек не работает. В прошивке дело. Да, дело, Артур, к сожалению, было не в бобине, дело в Xiaomi. И это очень печально. У них абсолютно начихательское отношение к программному обеспечению своих девайсов. А подходит ли чехол от AirPods Pro к Halo GT5? Вы серьезно, Рип? Я понятия не имею. Какая велика разница в звуке Realme Buds Air Pro и... большая, Александр. Большая и не в сторону Huawei. Точнее, не в сторону Realme. Вот. Как тебе Beats Pro? Если есть обзор, можете посмотреть. А так, ничего запоминающегося прям супер нет. Что насчет OnePlus Buds Z? Ну, Нурсултан, я уже отвечал на этот вопрос. Еще раз, если у вас есть деньги на OnePlus 8 Pro, купите себе хорошие наушники. OnePlus делают великолепные шнурки, но не делают идеальных наушников. Спасибо, единственный канал, к которому прислушиваюсь. Карсас, вы можете спасибо, что вы прислушиваетесь. Вы можете прислушиваться ко всем. Просто, говорю, мне кажется, вот у меня интересное то, что когда я делаю обзор, там много негатива, и очень много людей потом пишет в комментариях, что я не прав. Читайте комментарии. Очень много в комментариях чего-то, что можно подчеркнуть, особенно под моими обзорами, потому что они вызывают людей на эмоции. Когда ты покупаешь девайс за 12-13 тысяч, ты с пеной у рта готов убеждать, а это 18, что это же такой крутой девайс, ты чего? DM Грини, спасибо большое, вы сделали мой вечер. Один из 4 человек. Ну, как и все остальные из 228, а кто еще лайк поставит, 286 уже поставила, сделали вечер не меньше. А дальше Саша Богат. Валерия, ну, нет, но относительно смотря от чего, кого. Да, Samsung, ну, сегодня, да, кстати, сегодня спасибо за донат, прям от души. 500 рублей от 13,5 тысяч загасили, и за это огромное спасибо, не ожидал. А дальше, здравствуйте, подскажите, какие затычки купить для айфона из бюджеток. Я вас расстрою, Николай, из бюджеток мне понравились наушники, которые мне в принципе не нравятся, это Pamu Slide, ну для меня это бюджетка, Slide Mini можете посмотреть 3000, а если вы для айфона из разряда это какой-то супер древний айфон и вам главное ходить с айфоном, то я вам не посоветую, купите Redmi AirDots и забудьте, и надейтесь, что вас это дело устроит. Про количество донатов, это да, Валерия, сегодня 5 человек, прямо огромное спасибо. Обзор на Mi 11 будет, Стас, я его купил, он ждет меня на почте, и я уже в принципе понимаю, что о нем скорее всего расскажу, но вопрос в том, насколько они допилили прошивку до того, как я его буду тестировать. Но однозначно его брать не стоит, то есть там будет вспышка из разряда, если вы такой же глушеный, как и я, и готовы отдать больше 60 тысяч за китайскую версию телефона, который хуже, чем Huawei P40 Pro в каких-то моментах, особенно в съемке, то окей, если нет, то нет. Саша, ты будешь делать обзоры на Beats наушники? У меня были обзоры на Beats, Никита, особенно они никого не заинтересовали, возможно, я их куплю. Но у меня есть план, что я еще хочу купить. Это из FIO одни наушники. Anker QT30 накладные я купил, Huawei-овские накладные хочу купить, но, друзья, это очень дорого. Может быть, мне яблочные наушники накладные предоставят, может быть, но вряд ли, сам я их покупать точно не буду. И все остальное, в принципе, я сейчас покупаю так в текучке, просто не на все успеваю делать обзоры. Для Honor V30 Pro наушники можете порекомендовать с хорошим микро. FreeBuds 3i купите, они на Алишке дешевые, ну, относительно дешевые. Я не знаю, насколько дорогие вы имеете в виду, у них нормальные микро. Саня, какие часы выбрать? Honor Magic Watch 2, Huawei GT 2 или Amazfit GTR 2? Honor Magic Watch 2, самый дешевый вариант.
Здравствуй, Poco X3 подойдет для игр или может покупать? Дима Арс, если ты был на прошлом стриме или ты знаешь, что у меня стримы практически еженедельно, посмотри его в записи. Я разбирал 6 смартфонов до там, 2,5 долларов. Я их все протестировал, я о них рассказал, в комментариях уже люди отписались, владельцы. И я бы не стал брать X3, вот не стал бы, чуть-чуть бы докинул. Смотря какая у тебя сумма и где ты планируешь покупать. Если на Али, посмотри, там есть альтернатива. Я бы взял Realme. Посмотри стрим, вот. И почитай комменты. Польза, какие наушники хорошо играют с Xiaomi. Наушники Xiaomi. Вот, и не забываем, что меня зовут Саня, кстати, вот кто не в курсе. Раз Саня, 2, канал все еще домашний, и 3 что? 3, общаемся, приятно с вами разговаривать, приятно обсуждать девайсы. Для Honor V30 самые наушники, я уже ответил, вот эти Huawei FreeBuds 3i, либо Honor FreeBuds 3i, они еще дешевле. FIA EH-NC3 очень хвалят, говорят даже лучше, чем Sony XM3. Джон, говорят много, так же, как и закидывают. Не получается задонатить с КЗ, так что так бы закинул. Да, спасибо за попытку. Сумма до 270 долларов, брать буду только в магазине. Дима, тогда не посоветую, понятия не имеешь, почем у вас магазины продают и что, и поэтому не знаю. ТЧК. Саня, можешь, пожалуйста, сказать, как тебе звук на FreeBuds 3i, если считать, что FreeBuds Pro оценка 5 из 10? Это ты поставил FreeBuds Pro 5 из 10? Леонид, а с каким устройством, я поскромничаю спросить? А что тогда 10 из 10? Посмотри, сколько у меня вопросов. Леонид Романов топ. Где звук лучше? Anker Soundcore Q30 я не сравнивал пока. Саня про Samsung Buds Pro. Что думаешь? Думаю, оверпрайс Вася лютый просто рассчитан на людей, которые смотрят старичков, которые впаривают продукцию Samsung. Я не знаю, до какой степени нужно быть плохим человеком, чтобы убеждать людей, что это своих денег стоит. Это стоит того, чтобы быть подарком к топовому телефону от Samsung. Да. Но крайняя цена данным ушам 12 тысяч. Вот прям край. Саша, после Vivo TVS Neo у Vivo ничего не выходило? Неа. Как ты не ответил про ортопедическую обувь? Я в Телеграме тебе писал. Петр, ортопедическая обувь, если тебе она нужна, то ты идешь к ортопеду. Как бы это логично, но я тебе не скажу. Саня, у тебя в телеге одна ссылка не работает на Realme Buds Air Pro. Хочу себе купить, и они как Xiaomi. И как они с Xiaomi? Лучше Xiaomi Mi Air 2 Pro купи тогда, если у тебя Xiaomi телефон. Если тебе прям нравится Realme Buds Air Pro, посмотри в обзоре. Обзор у меня на канале, и там есть в описании ссылка на него. Привет из Латвии. Можешь сказать про наушники? Их, скорее всего, Еще раз, в телеграм-канале у меня ссылки на горячие какие-то вещи из разряда. Вот сейчас, еще раз, Verge Lite есть по 4000. Завтра их, может, и не будет. Вот. Привет, Саня. Что лучше взять? Oppo Enco Free или Vivo TVS Neo? У меня Xiaomi в прошивке Pixel. Ты вкладыши с затычками сравниваешь. Джалиль Исаев. Мы здесь так не делаем. Скажи, почему на Honor Band 4 в приложении здоровья нет дополнительных циферблатов? Понятия не имею. Магия электронов, но надеюсь, что нет. Не успел прочитать, кто-то мне что-то написал. Саид, привет, большое спасибо за твои видео, очень доверяю твоему мнению. Как думаешь, стоит ли брать на iPhone наушники Anker P2 или вообще любые наушники от Anker, или идея так себе? Еще раз, Саид, если вы уверены, что они вам залезут, Pamus Lite Mini очень хорошо играют с iPhone, не на свою цену. Совсем другим Паму играет плохо. Привет, Samsung Galaxy A80. Какие наушники посоветуешь? Желательно Samsung, любые. Но я, в принципе, считаю, что у Samsung ужасные наушники, поэтому совет так себе. Anker P2. Здравствуйте, OnePlus Buds Z. Нормально с телефоном Huawei P40 играют? Нет? Можете посмотреть обзор, я из P40 их тоже тестировал. Не забываем прожать лайк, смотрите, я прямо как птица-попугай. Отличаются умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Или Диза, если вы себя стримом моим наказываете. Завтра уезжаю из Петербурга, где-то через 2 недели вернусь, и стримы будут уже с лицом, я думаю, веселее. Поэтому будете видеть мое удивление на те или иные вопросы. Потому что иногда лицо может сказать намного больше слов. Телефон Samsung... Пожалуйста. Дальше. Какой телефон, по твоему мнению, взять до 200 долларов? Из часов буду брать Magic Watch 2, из наушников Field T1 Lite. Или что-то ты мне посоветуешь другое? Field T1 Lite я не тестировал, они мне еще не дошли, Иван.
А по поводу телефона, если вы планируете покупать Magic Watch 2, я бы посоветовал Huawei P40 Lite. Я купил за 15200, еще его не тестировал. Все хаят его экран, я считаю это легкой формой бреда. Почему? Ну, дешевый экран поставили, да и черт с ним, они 15 тысяч стоят. Ну, как бы посмотрим, я протестирую, расскажу. Но за 15 тысяч, мне кажется, более чем норм телефон. Когда со мной начинают спорить, я говорю, а что за 200 баксов лучше? И все потухают. Вот, а его реально купить за 200 баксов на сейле на Тмоле. Сейлы, ну, обычно раз в месяц стабильно на Али, а иногда 2 раза в месяц. Вот. В принципе, я так понял, на все вопросы я ответил, либо у меня завис чат. Ага, чат завис. Саня, если ничего не успеваю, дальше еще раз. Саня, у меня тоже есть AirPods, они с Android плохо работают, есть какая-то другая гарнитура с хорошим микрофоном для шумных мест. К сожалению, AirPods работает, да, хуже с Android. Есть Vivo TVS, они могут работать лучше. Будешь приобретать OnePlus 8T? Нет. Но 9-й OnePlus мне обещал прям производитель. Мне кажется, это легкой формой бреда, но может быть. Я купил Mi 11, давайте я чуть-чуть выдохну и попытаюсь его продать после обзора, а потом уже. Саша, нет в планах покупки яблочные накладные наушники? Виктор, мне их обещали. Прямо обещали. И я, если мне их пообещали и дадут, то я их у себя оставлю и потом смогу сравнивать с чем-нибудь в перспективе на ближайший там годик, допустим. Не пожалеешь, хорошие дешевые наушники любого форм-фактора, кроме вкладышей. Не подскажешь. Подскажу, злой рачок. Просто смотрите в описании, там несколько топов канала. То есть смотрите согласно цены. Если вас устраивает от 10 до 100 долларов, дороже сотни долларов. И потом выбираю. Пожалуйста, сделай топ бюджетных наушников. Димос, есть у меня топ наушников до 50 долларов, топ наушников от 19 долларов. Посмотри, в описании есть на эти топы ссылки. Все всегда очень быстро, до 15 минут. Сегодня был ультра длинный топ, потому что наушники все-таки там были от сотни долларов, некоторые дороже 200 долларов, поэтому топ был 21 минуту уж с кузи. И на каждый из представленных в топах девайсов, будь то наушники, телефоны, кроссовки, там что у меня еще есть? Рюкзаки, куртки. У меня есть отдельные обзоры на данные девайсы. А плюсы этих обзоров не в моих честных обзорах или еще чем-то, потому что все относительно, во-первых, все субъективно, люди могут относиться к вещи по-разному, потому что у всех разный опыт и разные ожидания. А самые плюсы это всегда в комментариях под моими роликами, и я советую их читать. Саня, если к часам Honor, то наушники Huawei... желательно, да. Сколько обычно идет стрим? Вася, я уже планирую заканчивать, а так можем еще пообщаться. Не забываем прожать лайк, может 4 сотни наберем, можем еще поговорить. Что делать, если наушники, которые 11.11 заказал, еще не пришли, висят на границе Китая, заказывал Vivo 2019 года по ссылке под вашим видео. Али, у меня море товаров, которые еще не сдвинулись с таможни после 11.11. Открывайте спор. Если Али посчитает, что этот товар они видят на границе, то они вам не будут возвращать денег. Я споров открывал уже штук 20, и только один мне удовлетворили. Из этих 20 споров где-то 12 уже двинулись. Чему я несказанно рад. У тебя были топы кроссовок. Кроссовки нормальные, в принципе, с Алика, или как повезет? Андрей, магия кроссовок Xiaomi. Тоже рассказываю в чем. Вы идете в магазин. В Мегаполисе есть стабильно чертова туча маленьких магазинов Xiaomi. Там примеряете эти кроссовки, улыбаетесь, говорите «Оно», идете и заказываете с Алиэкспресса. Ваш размер и те кроссовки, что вам понравились. Обувь еще более индивидуальная тема, чем наушники. Слушай, а как насчет QCY T8? Уже слышал, это копия, сейчас скажу чего. Короче, у меня есть такие же наушники на канале, не помню, как они называются. Как самые лучшие наушники для зала? Какие посоветуешь? Вообще любые. Вообще любые. Тестировал я последнее в зале, я даже не совру, что. По-моему, какие-то затычки. По-моему, жабры. Но это очень дорого. Если дешево, то любые затычки можете Redmi AirDots 2 купить. Сань, ну Mi 11 прикольно выглядит сзади, если рельефный задник, конечно. Цена конь, спереди, конечно, заурядно. Да вообще все конь, Виктор. Дальше, Сане, стоит ли покупать амбушюры SpinFit? Значительная ли разница? Да, но обязательно по размеру. То есть берете линеечку, смотрите, каким образом подобрать конкретно под ваши уши и под ваши наушники, под ваш звуковод, а потом решаете. А где, собственно, мерите слушать перед покупкой? Энтони Котик. Во-первых, у вас есть друзья. У друзей есть беспроводные наушники. Примерьте, послушайте у них. Во-вторых, вы можете сходить в несколько магазинов техники, которые предоставляют эту возможность.
Если даже черт с ним вам не дают послушать наушники, вы можете их достать, подключить к телефону своему, посмотреть, по какому кодеку они будут работать хотя бы, повертеть в руках и понять, хотите ли вы отдавать эти деньги за них. Часы Amazfit Neo, да. Вася Петров, часы в районе там 2 с лишним тысяч рублей продаются часто и в России, на Али, и везде. Какое мнение о наушниках QC T16? Диана, а вот от этого уже начинается больше, как это называется? Вы же в курсе. Вы же в курсе, что есть обзор. Зачем спрашивать на стриме? А Huawei Pro выпадают в зале на беговой дорожке. Лучше в зал беру AM61 Honor. Антон, ну, тонкая красная линия, это же все-таки шнурок, и шнурок это такое себе, особенно если вы что-то будете творить на турниках. И FreeBuds Pro у вас вылетают только потому, что вы правильно амбушюры не подобрали, вот и все, не должны вылетать. Саня, посоветуй, пожалуйста, наушники до 50 баксов. В описании к видео есть топ-10 наушников до 50 долларов, а пары, вот любые из него я вам советую. Хочу взять Anker Live P2. Live P2 можете взять. Но как там узнать заряд кейса? Можно, Макс, просто посмотреть обзор и узнать, как там узнать заряд кейса. Правда? Здравствуйте, Александр. Посмотрев ваше видео, понравились наушники Anker. Вопрос, насколько качество звука Liberty R2 хуже, чем Liberty R2 Pro, OnePlus 7T Pro, или есть ли разница по 3 версиям? Еще раз, по поводу Liberty 2 Pro, Pro 2 точнее, есть такая магия. Если у вас прямые ручки, то вот из этих наушников вы можете вытянуть вообще все, что хотите. Просто вообще. То есть это уже ближе к аудиофилии, беспроводной аудиофилии, потому что аудиофилии беспроводные наушники называть это как минимум неправильно. Вот. Так что если вы хотите прям быть уверены, вы уверены в себе, что вы хотите похимичить и что-то прям получить феерично-фантасмагоричное, берите 2 Pro. Если вам не нужно заморачиваться, Liberty R2 из стока вот дают такой звук. Еще лучше, чем P2, конечно же. Сань, посоветуй, пожалуйста, наушники до 50 уже ответил. Автово рулит. Сергей, я много где бываю, и Автово тоже рулит. Что из наушников можете посоветовать до 30 долларов? Дима, можете просто посмотреть топ. AirDots от Xiaomi и все. Привет, Александр, подскажи, застрял с выбором, будут ли первые... ничего не понял. Очень интересно, к OnePlus FreeBuds 3i или Honor Magic Earbuds или Anker Soundcore Liberty Air 2? К OnePlus наушники OnePlus, Максим. Как бы все довольно просто. Как микро буду юзать с Samsung? Neo норм, самсунговского телефона нет, будет только через дня 2, и я не стану советовать BBK-евские наушники к Samsung. У вас есть своя экосистема, свои аксессуары, вот как бы, это не то, что посылать, ну вот лучше нет, под ваш конкретно девайс. Купил Sennheiser 420BT полноразмерные, всем рекомендую. Саня, есть мнение? Нет, он не тестировал. Устройство Realme 6 Pro. 5 из 10 поставил на Pro. Чтобы было для i куда разгуляться, вверх или вниз. К вопросу про звук 3i. Ну, однозначно они хуже, чем прошки по звуку. Или они как минимум на 1 балл. Vivo Neo или SoundPits 2 для Realme X2 Pro? Vivo Neo. Хотя SoundPits 2 я еще буду тестировать. Рыжков, Александр, спасибо огромное. Так ты... Давайте я сейчас проверю донат. Скузи. Вы просто через Donation Alert скинули, скорее всего. Спасибо за подгон, но перепроверю. Donation Alerts, 5 секунд. Пока на какой-нибудь отвечу вопрос. SoundPits 2 или QCY T8S? Я пылаю нежностью и к тому, и к другому бренду, но мне кажется, что все-таки из этой двойки, согласно моего опыта, я выбрал бы SoundPits. Можно топ по проводным недорогим наушникам, жена у меня не принимает беспроводные. Раньше возьми казешки просто, Рыжков Александр, любые казешки, они либо подойдут, либо не подойдут, но в основном подходят. Сейчас взял Sennheiser CX400, довольно... Нет, Xiaomi проводные не надо. По моему мнению, все у Xiaomi проводное не очень, да, и тем более все поломало, потому что у них все плохо с проводными. А Sennheiser CX400 не слушал, но мне кажется, что это не самый плохой вариант. Я ищу самый мощный смарт до 20. Ищите. X3 может быть. Наивный. Уже 6 дней назад это было давно. Так. Дальше, надеюсь, ответил вам на вопрос. Для Realme 6 Pro, Realme Buds Pro или тогда стоит 3i FreeBuds Pro?
Я бы взял Honor FreeBuds 3i. Вот, ну, как бы, если сходу. Realme Buds Pro, может быть, я бы взял, но это было бы разумно. Но мне ближе почему-то 3i. Вот это редкая такая штуковина, когда я все-таки, наверное, посоветую Huawei или Honor. Попробуйте послушать где-нибудь. Вот серьезно, очень хорошо звучат 3i почему-то со всеми практически девайсами. Подскажи, пожалуйста, на столе у тебя Honor FlyPods Lite? Нет. Это Huawei FreeBuds 3i. FreeBuds 3i. А дальше телефон на Bluetooth, на 4-м Bluetooth уши, на 5-м норм работают. Я очень рад за тебя, спид-тест, и я не хочу тебя обидеть, но, скорее всего, ты не знаешь, что такое норм просто. А дальше беспроводные ТВС, наушники, вкладыши. Какие лучше купить? Paceful, есть у меня топ-10 беспроводных наушников, вкладышей на канале. Можешь посмотреть, там все зависит от твоего кармана. Дальше Vivo TVS или Vivo TVS Neo, Олег, большая пропасть между ними. Да, небольшая, но Neo хуже и по микро, и по звуку. Вы слушали наушники Audis? Нет. Вышли ли круче, чем Oppo Enco Free? Гибридов нет. Что лучше для Poco X3? Проводные. Там же есть мини-джек. А так можно Mi Air 2 Pro. Привет, подскажи хорошие наушники для iPhone 11 Pro Max. Хотел купить AirPods Pro за 250 баксов. Что нужно взять лучше? Ничего. По звуку Anker Liberty Air 2 Pro однозначно будет лучше, но не факт, что с iPhone вы получите звук, который будет стоить тех неудобств в плане габаритов с этими ушками. Александр, наушники от Xiaomi ломаются, когда телефон падал, штекер ломается. У Sennheiser штекер под 90 градусов. Еще раз, что за КЗшки, не знаю, как бренд пишется. Напишите, пожалуйста, просто английскими буквами К большая Z. Сейчас я напишу. 5 секунд. КЗ. Вот так. Вышли ли круче ТВС, чем Neo Enco Free? Еще раз, Seiken, из гибридов нет ничего лучше. Какие накладные Bluetooth наушники взять до 5000 рублей? Любые миксайдеры посмотрите на канале, либо аус-домы. Вот. Добрый вечер. Хорошие ли наушники Baseus W09? Добрый день, Никита. Вы можете посмотреть на канале обзор на них, но это старые наушники. Есть много более новых моделей, свежие модели, у которых характеристики лучше и примерно та же цена, иногда даже ниже. FreeBuds Pro нравится, использую. Илья, я рад. Сань, пока, доброй ночи. Да, я тоже, пожалуй, буду заканчивать. Привет, подскажи, пожалуйста, для телефона Mi 6 стоит ли брать Vivo Neo, ведь кодек aptX адаптив не будет работать. Не нашел бы более интересные вкладыши за свои деньги. Стоит, не смертельно. Google Pixel 4a за 37 или OnePlus Nord N1 за 20. OnePlus Nord N1 за 20, зачем вам тратить столько денег? Вы будете рады, поверьте. Саня, сколько уже переслушал наушников? Ближе к 500. Но я говорю 4, чтобы не понтоваться. Саня, привет, спасибо за обзоры и стримы. Вы по большому счету можете пойти в магазин, но очень часто, говорю, в магазинах, которые продают беспроводные наушники, нет именно тех моделей, которые прям универсальные. То есть вам не придут и не скажут, что там, с чего будете слушать? Huawei, берите эти и все, и не думайте там. Или что будете слушать там? Буду слушать стриминговые сервисы, денег хочу мало потратить. Идите купите на Алиэкспрессе AirDots за 800-900 рублей. Это магия, говорю, когда ты рассчитан на магазин, им нужен трафик, им нужна маржа, им нужны деньги, я их понимаю. А в каком районе живешь, чем занимаешься, возраст? Сергей, номер паспорта дать? Вышло ли круче ТВС, чем... Как же достал этот вопрос. Привет, что можешь сказать про Honor FlyPods Lite? Атавизм Кейн, очень старый Bluetooth. Пришел на Redmi Note 9T, но после последнего стрима и санкций начал думать о его продаже. А за сколько его можно продать, лежит запакованный? Фокс, большинство мне правильно написало, что если вы сейчас его откроете и вы установите туда Google сервисы, вряд ли они слетят. И не заморачивайтесь, юзайте. Думаю, все будет хорошо. Я панику развел для тех, кто вот сейчас собирается покупать что-то. В магазинах не дают слушать вакуумки. Илья, вы можете прийти своими амбушюрами. Нет, не дают все равно. Mitru Wireless Earbuds Lite Norm. Вы можете посмотреть обзор на канале. Подскажи лучшие наушники до $230. $230.
Для Xiaomi то же самое. В топ-10 сегодня был на канале дороже сотни баксов беспроводных наушников. Это Soundcore Liberty R2 Pro. Саша, у тебя тоже белый шум в Pixel Buds? У меня нет. У меня Pixel Buds 2 B. У меня GTR 2. Хочу поменять смартфон со своего Redmi Note 7. Что-то хорошее до $200. И какие-то Bluetooth наушники до 30. Советую я Realme 7 Pro на Алишке за 1019, так, в рублях. Вот. И это чуть-чуть дороже $200, но там AMOLED, и я был просто в диком щенячьем восторге от этого телефона. Какие наушники ты используешь в данный момент? В данный момент Samsung Sound Buds Live Pro. В общем, проще говоря, я по возможности использую свои AirPods Pro с пенками, а так то, что тестирую. В Dr. Head, да. Oppo, к сожалению, я сделаю вот так, потому что у них довольно много дезы. Ничего личного. Те, кто знают, те захотят, найдут. Привет, спасибо за обзоры. Дома и такая целая куча наушников. Заказал еще Vivo TVS. Норм. Александр, спасибо, посмотрел первые по списку КЗ, самые дешевые 1000. Они прям хорошие, да. Я тестировал Терминатор. Они довольно габаритные, но у них много моделей. В принципе, можешь вот эти КЗ S7. Я не помню, по-моему, это тоже. Вот модель, видишь, перепиши. По-моему, это тоже КЗшки. Очень такие универсальные ушки проводные. С мини-джеком на 90 градусов, видишь? Ты меня как-то деньгами, Саня, закидал. Ты бы уже наушники купил. Ничего личного, но спасибо. Какие твои уши любимые на сегодня? AirPods Pro. Будут ли обзоры на проводные вкладыши? Да. У меня тоже терминаторы, берите смело, однозначно. Купил Funkel Eye за 2000, крышка люфтит. Хорошо, что не смог скачать программу на них. Так и не смог скачать Субера. Если вам повезло, у вас Funkel Eye без брака, то наушники топ. Не забываем прожать лайк за труды. Давайте прощаться. Спасибо, что пришли на стрим. Вот, стрим следующий будет в следующее воскресенье. Возможно, будет в середине недели стрим на Mi 11. Делать на Mi 11 стрим или нет? Ставим лайк и ставим плюсики, кому этот стрим будет интересен. Я буду его мучить, я буду его хейтить стандартно и гонять при вас. Я думаю, такие более-менее тесты, они интересны, потому что одно дело, что вы видите на экране, как там заскриншотили, прогнали эти бедные телефоны. Спасибо, написал, немного в поддержку, не жалко. Спасибо, Саня. Спасибо, Олег, пожалуйста. Серчип, интересно тебе, и Владу интересно, больше никому не интересно. Алексею тоже интересно, это уже хорошо. Кстати, там будет еще 2 новых телефона от Redmi, и может быть вам тоже будет интересно. Бедлам счастливо, Юра счастливо, Платон счастливо. Давненько я не заходил, купил по твоему Vivo TVS Neo, доволен как слон. Так заходи, Платон, если ты доволен, потому что там есть и телефоны у меня, и рюкзаки, и чего только нет. Так-то гаджетов хватает. Вот. Здравая мысль. Ок. Да, я говорю, я люблю гонять телефоны на... Донаты доходят, Дмитрий. Я просто не проверяю в Donation Alerts. Я не знаю, как это дело привязывать, короче. Если кратко, Дмитрий Соколов, спасибо большое. Спасибо за информацию, за ответ по анкерам. Я по 3 версиям анкер. Есть ли информация какая-то? Я не нашел просто. Спасибо большое за труды. Вы имеете в виду последние Anker 2 Pro, R2 Pro. Дмитрий, я их заказал, они мне пока не пришли. Все их облизывают, но Anker редко делают плохо. Лучшие уши Xiaomi до $30 для спорта. Redmi AirDots, не парьтесь. Вячеслав счастливо, Виталий счастливо. Вячеслав, еще раз спасибо за подгон. Дальше, сорян за глупый вопрос, но недавно купил ТВС наушники. Не знаю, как правильно ставить наушник в кейс. Чего? Нет, можно несколько часов пользоваться, если они хорошие, Павел, и потом класть. Добрый вечер, Александр. Что лучше, The My Pro? Все, я уже заканчиваю. Meizu Pop Pro еще не тестировал. Но скоро будут на руках. Всем добра, смотрим канал, смотрим в описании топы наушников и топы других девайсов. На канале их всего 29. Все быстро, интересно и вот. Всем счастливо. Спасибо за стрим.